новогодний тебе приветик. Я сегодня буду за кадром, потому как в нынешних реалиях со светом снимаю этот ролик частями в течение нескольких дней. Я долго думала, каким именно сделать это новогоднее видео, и решила совместить приятное с полезным. Сперва хочу поделиться с тобой рецептом очень классного и легкого десерта. Он очень простой, доступный по финансам и обалденно вкусный. В нем всего 4 ингредиента, и его не нужно выпекать, поэтому надеюсь, ты себе тоже сделаешь такой же. И эта вкусняшка тебе тоже очень понравится. А в конце ролика мы с тобой немного посплетничаем. Вспомним новогоднее видео прошлого года и узнаем, сбылось ли хоть одно из моих 3 желаний, которые я загадывала в том ролике. А пока рецепт с подробностями. Ну что, вот ингредиенты, которые нам нужны. Тут на самом деле их не 4, а 5. Но 5 это просто как украшение, он вовсе не обязательный, это изюм. Можно использовать что угодно или вообще ничего не использовать. Итак, нам то, что нужно первое, это творожок. Его вес 100 грамм. И нам понадобится всего лишь полпачечки, 50 грамм творога. Я беру или 5% жирности, или 8%. Он должен быть немножко сладенький, можно там с изюмом, мармеладом, но я просто предпочитаю сладкий творог. В этот раз получился он немножко жирнее, чем хотелось бы. Ну, уже какой был. Но обычно я беру 5-8%. Мы его распределяем равномерно тоненьким слоем таким. И затем второй ингредиент — это сметана. Я беру 15%. Вот, и тоже наносим так вот тоненьким таким слоем. Много сметаны не нужно, но и чересчур экономить тоже не стоит. Затем у нас банан. Банан не нужно брать слишком спелый, такой ярко-желтенький бананчик, не зеленый, но и не переспевший. Если он маленький, то может уйти целый банан. А если он большой, может быть половина или 2/3. В общем, нужно просто кружочками выложить в один слой. Наслаивать не нужно. Просто вот в один слой полностью покрыть всю нашу сметанку с творожочком. Вот. А из оставшего бананчика и изюма можно сделать новогодний смайлик. Так, теперь мы наносим очередной слой сметанки. Аккуратно распределяем, чтобы бананы не сдвинулись. Слой тоже должен быть не очень плотный, такой, чтобы покрывало бананы. Ну и тоже желательно, чтобы не было каких-то лишних проплешинок. Все равномерно распределяем, где нужно еще немножко сметанки добавляем. Теперь нам нужен пергамент для того, чтобы потереть шоколад. Если вам больше нравятся сладкие десерты, такие более приторные, можно взять молочный шоколад. Но я рекомендую все-таки использовать либо темный шоколад, либо черный. Здесь я тру на крупную терку, не на мелкую, а на крупную. Этого достаточно. За полчаса до того, как натирать шоколад, его нужно положить в холодильник, ну или минут на 15 в морозилку. Я с какого-то перепугу целую плитку натерла. Нам нужно полплитки, то есть 50 грамм. Берем 100-граммовую плитку, 50 грамм на порцию. Этого более чем достаточно. Теперь все это распределяем максимально равномерно.
если что-то останется, можно немножечко раструсить и в каком-то месте там подправить салфеточкой, если где-то шоколад неравномерно, либо сметана на тарелке там где-то запачкалась. То есть, в принципе, потом подправляем проплешинки и какие-то грязности салфеточкой аккуратненько делаем такой ровненький кружочек. Вот такая у нас красота получается. Но это еще не все. Обычно я украшаю такой десерт арахисом в шоколаде. Но как-то я забыла его купить, поэтому украшаю тем, что есть. Это изюм. Выложу вам сердечко, знак моей бесконечной любви к вам. Вот. На самом деле десерт получается очень классным, очень вкусным. Он не приторный, не сладкий, навязчивый, как, например, торт Наполеон. Он очень классный, очень вкусный. Я очень рекомендую к праздничному столу, к чайку сделать себе такую вкуснятинку. Точно не пожалеешь. Приятного аппетита! А теперь переносимся к моему прошлогоднему видео, которое я снимала в канун Нового года. У меня тогда было невероятно праздничное настроение. Просто какое-то было предвкушение чего-то прекрасного, классного, не знаю. Настолько хотелось праздника, что просто радовалась всему, как ребенок ждал этого Нового года, почему-то как никогда. В этом новом году как-то не сложилось у меня с настроением снимать новогодние видео. Но когда вот смотрю этот ролик, то как-то вот все равно окунаюсь в то праздничное настроение, которое было тогда. Вот просто смотрю, и улыбка не сходит, честно говоря. Обожаю бенгальские огни, люблю их зажигать, но в этом году как-то не сложилось. Елку я, в общем-то, нарядила, но снимать ролик не получалось. И света постоянно не было. Ну, как-то вот война не способствует тому, чтобы снимать праздничные, по-настоящему праздничные ролики. Поэтому вот в таком формате я решила как бы снять. Я хочу сказать, что в прошлом видео я предложила вам загадать 3 желания. И обычно одно обязательно должно было сбыться. Я сказала, что проверю эту традицию в этом году. И вы знаете, у меня сбылось 1,5 желания. Я загадала, естественно, чтобы мои близкие, мои родные были живы, здоровы. Ну и я тоже. И слава богу, мы пока живы и здоровы. А также загадала еще пожелание о моем YouTube-канале, чтобы хотя бы было 5000 подписчиков на канале. И чтобы была новая камера. К сожалению, до 5000 не дотянула. Как-то канал немножечко застопорился. Такие были события в этом году. Все пошло не так. Не должно было так быть. Но как вышло, и тем не менее, все равно я купила ту камеру, о которой мечтала. Сняла на нее всего один единственный ролик. И поняла, что она либо бракованная, либо что-то с ней не то. И я ее отдала, потому что она стоила кучу денег, а снимала хуже моей Моторолы. Ну не хуже, но очень плохо. Но зато у меня получилось купить новый телефон, и там была достаточно неплохая камера. Так что не 5000 подписчиков, а 3,5. И камера не супер-пупер, а так себе. Но все равно кое-что сбылось. Так что зажигаю снова новый бенгальский огонь. И хочу пожелать только одного. Здоровья. И да, чтобы все были живы и здоровы. Так что береги себя. Ну а на сегодня все. Пока-пока. До следующего видео уже в новом